Привет, друзья! Как ваши дела? Как настроение? Сегодня хочу поработать вот с такой вот мех-пилой. Я думаю, многие из вас знают, для чего она предназначена. Если нет, то это для распилки металла. Хорошая сталь. Здесь у нас идет ХСС. Аббревиатура вам все скажет сама за себя. Будем работать с ней. Что получится, давайте посмотрим видео. Вам же всем приятного просмотра. Кто не подписан на канал, подпишитесь прямо сейчас. Но я буду показывать. И мне поступил заказ: Леха, сделай нож. И дали мне вот такую вот пилу. Просто охотничий нож. Но я решил немножко добавить свои коррективы, нашел в интернете картинку, скачал и сейчас переношу ее на металл. Для этого рисунок прижал магнитами и беру аэрозольную краску красного цвета и наношу ее сверху. Краска акриловая и высохла за 15 минут. Теперь рисунок снимаем, и у нас получился четкий оттиск нашего клинка. И мы переходим к его обработке. Для этого зажал в тиски и сейчас буду использовать УШМ. Я отступаю от контура по пару миллиметров, чтобы не допустить перегрева металла и не опустить его. Хоть это и быстро режущая сталь, которая сохраняет свои режущие свойства и высокую твердость при высоких температурах, что позволяет обрабатывать металлы на более высоких скоростях. Но тем не менее я себя подстраховал и буду это делать дальше. Но я заканчиваю с грубой обработкой и перехожу к чистовой обработке уже на гриндере. Установил на гриндер ленту зерном 60 и начинаю постепенно обрабатывать, но не забывая постоянно охлаждать. А сегодняшнюю обработку произвожу на гриндере Аффе, который у меня уже больше 2 лет. Приобретал его ровно 2 года назад себе в декабре месяце как новогодний подарок. И показался только с лучшей стороны. Я даже не представляю, как можно жить без гриндера в мастерской. Хочу немного заострить внимание, как и из чего он сделан. Конструктив выполнен из хорошей стали. В него можно установить различные болгарки. Конечно, лучше, как в моем случае, установить болгарку с регулировкой оборотов. С другой стороны, можно установить чашку для УШМ на липкой основе. И теперь можно установить абразив и с легкостью что-нибудь отполировать. Сама лента устанавливается на ролике, их 4 штуки, они с подшипниками. В том числе имеется натяжитель. Также имеется возможность повернуть гриндер и работать в горизонтальном положении. Ну а я тем временем уже заканчиваю обработку нашего клинка. Работу делаю в удовольствие, и только сейчас я понимаю, что покупка, которая была сделана ранее, она сделана не зря. Теперь на клинке необходимо сделать спуски, которые тоже буду делать на гриндере Аффе. Для этого беру маркер и провожу линию. Далее беру штангель-циркуль и мерю толщину полотна. Делю значение пополам и при помощи штангель-циркуля черчу линию с 2 сторон. Наверное, делать это неправильно при помощи штангель-циркуля, наверное, есть какие-то другие штангели. Напишите в комментариях, что можно использовать для этих целей. Ну а далее наш клинок зажимаю в устройство, при помощи которого буду делать спуски. Угол наклона я не мерил и делаю все на глаз. Я не профессионал, я просто учусь и буду подгонять уже по ходу действий. Если вы, конечно, подскажете, какой угол спуска лучше делать, я прислушаюсь и попробую в следующий раз выставить по вашему углу. Так что с нетерпением жду ваших комментариев под роликом. Как могли заметить, я клинок после каждого прохода охлаждаю водой и делаю это при помощи кисти. И после того, как спуски были готовы, я немножко подточил на глаз. Далее беру коралловый диск и снимаю краску с нашего клинка. Чем мне нравится коралловый диск, он не перегревает и не снимает лишний металл, а снимает только краску и ржавчину. Хотел показать, какой получился твердый металл, лезвием, конечно, не стал бить, а бил только обухом. И посмотрите, какие вмятины на тисках. На самом клинке ничего не осталось. Но мы продолжаем. Далее буду делать рукояти. Делать буду из дуба. Это старый паркет, который я уже подготовил за кадром. Обвожу рукоять при помощи маркера и перехожу к обработке на ленточной пиле. Выпилил 2 заготовки, которые также необходимо доработать на гриндере, пока рукоять не установлена на клинок. И на гриндере сейчас это сделать удобнее. В общем, получились такие вот рукояти. Дальнейшую обработку ручек буду производить, когда они уже будут установлены на сам клинок. Теперь мне необходимо просверлить 2 отверстия и делаю проверенным способом. Взял сверло по керамике, немного смазал маслом и на маленьких оборотах начинаю сверлить. Здесь, конечно, видео я ускоряю, сам процесс занимает гораздо больше времени. Но сверлом по металлу я такие отверстия точно бы не сделал. Если вы не знали о таком способе, обязательно поставьте лайк прямо сейчас. Ведь этот способ реально рабочий. Далее беру эпоксидный клей, наношу его на заранее подготовленный скотч и хорошенько перемешиваю. Клей наношу на металл, хорошенько все промазываю и приклеиваю рукоять, зажимаю все это при помощи струбцин. И использую скотч под струбцины, чтобы наши струбцины не приклеились к эпоксидной смоле. Оставлял на полчаса и теперь уже можно разбирать. И до приклеения второй части рукояти иду к сверлильному станку и делаю сквозные отверстия.
Теперь также повторяю те же манипуляции, наношу эпоксидный клей, вклеиваю ручку и зажимаю струбцинами и оставляю еще на полчасика подсохнуть. И пока эпоксидный клей застывает, решил подготовить водный камень. Для этого замачиваю в воде. У меня вот такой камень 6000 и 1000. И перед заточкой ножа его обязательно нужно замочить в воде. Посмотрите, сколько воздуха, кислорода с него выходит. Эпоксидный клей застыл, разбираю струбцины и также перехожу к сверлильному станку и просверливаю отверстие деревянной ручки с другой стороны. Теперь сам клинок оборачиваю бумагой и заматываю его скотчем, потому что дальше обрабатывать будем в тисках. Зажал клинок в тисках, беру рашпиль и теперь будем задавать форму ручки. Рашпилем дохожу до металла и дальше начинаю закруглять саму ручку. И финишную доработку делаю при помощи наждачной бумаги. И на выходе получаю вот такую ручку. Теперь отверстие в ручках необходимо немножко зазинковать. Далее беру медную трубку диаметром 6 мм и отрезал два кусочка, которые теперь необходимо установить в саму ручку. Далее перехожу к тискам и трубочки немножко заплющил. Теперь у меня есть вот такой старый зенкер, у которого грани все сточны. И он теперь не зенкует, а просто закругляет. И получается, медь нагревается и она расходится под конус. Осталась финишная обработка наждачкой, продувка воздухом и теперь будем промазывать ручку. А это секретный ингредиент. На самом деле это не секрет, это живая кора. По факту там в составе это воск и всякие пигменты. Но мне на самом деле очень нравится работать с ним. Он хорошо покрывает дерево и при нагреве феном он очень глубоко проникает в саму структуру дерева. Он хорошо защищает дерево от загрязнений и показывает нам красивую структуру нашего дерева. Скажите, ведь получился красивый рисунок дерева, ярко выраженный. В принципе, наш проект уже готов, осталось его немножко наточить. Сам нож уже острый, и я его немножко поправлю на камне в 6000. Делаю это с двух сторон движениями на себя и от себя. Все, теперь нож точно готов, осталось его только проверить. Смотрите, проверяю на бумаге, режет как по маслу. Ну, делаю это двумя пальчиками и режет очень отлично. Я думаю, острее уже и не нужно. Зачем и для чего, не знаю. Решил попробовать его на дереве и после этого сразу попробую порезать бумагу, затупился и он или нет. Но также для любителей остроты показываю, что можно и побрить даже руку. Ну что тут говорить, ножик острый. Друзья, ну у нас получился с вами вот такой вот проект. Сделали с вами отличный нож. Ну я думаю, что отличный, а там не знаю, напишите вы свое мнение в комментариях. Сделали мы его из мехпилы, или как проще сказать, из быстрореза. Не знаю тоже, как будет это правильнее или нет. Вам огромное спасибо, что смотрите меня, что поддерживаете. Если вам понравился данный выпуск, обязательно поставьте палец вверх, напишите свое мнение. Если не подписаны на канал, подпишитесь прямо сейчас. Ну а вам же всем желаю крепкого здоровья. До новых встреч, увидимся.